Всем привет! В вашем телевизоре очень много телеканалов, но вы не знаете, что посмотреть? Обратите свое внимание на телевизионную передачу «Вечерний Ургант». Это популярное шоу на одном из российских каналов, в основе успеха которого находится комедийный талант ее ведущего Ивана Урганта. Гостями Ивана являются популярные музыканты, актеры, ведущие, спортсмены и другие уважаемые люди. В погоне за рейтингом ведущий шутит на многие темы, что время от времени приводит к нешуточным скандалам и последствиям. Ну, судя по этим движениям, ты уже достаточно взрослый, чтобы мы поговорили с тобой на тему, откуда берутся дети. Друзья, давайте на примере этого шоу посмотрим, какие шутки являются приемлемыми, а какие нет, и сделаем однозначные выводы. А начнем из шутки президента Федерации тенниса России Шамиля Торпищева, который был отстранен от деятельности в женской теннисной ассоциации на 1 год и оштрафован на $25 тысяч США за то, что в эфире вечернего Урганта при обсуждении физических данных сестер Вильямс назвал их братьями Вильямс. Что ж, вывод первый: не шутите над женщинами. Позже, в одном из выпусков передачи «Вечерний Ургант», ведущий во время использования одного из косметических средств, принесенных гостям выпуска Иреной понарошку, узнав, что оно сделано из соловьиного помета, пошутил, что это хорошее название для программы на одном из федеральных российских каналов, намекая тем самым на телеведущего Владимира Соловьева. Однако шутка Соловьеву не понравилась и вызвала целый межканальный скандал. Натуральный соловьиный помет. Во-первых, это хорошее название для шоу на канале «Россия». Таким образом, следующий вывод нашего исследования: не шутите над мужчинами. В одном из последующих шоу Иван Ургант провел шуточное воскрешение актера Кравченко, сыгравшего в одном из фильмов погибшего смертью храбрых Макара Морозова. Общественность раскритиковала данную шутку, расценив ее оскорблением истории. Готовы? Алексей, вам не заплатят за участие в сериале. Как не заплатят? В связи с этим следующий вывод: не шутите над прошлым. Что ж, думаю, что тему запретов для шуток можно развивать бесконечно. Или точнее, пока под запретом не окажутся все возможные темы. Может и правда, юмор нужно официально регламентировать, чтобы грань между шуткой и оскорблением уже ни у кого не вызывала сомнений. Однако, в этом случае, думаю, жизнь будет какой-то скучной или однообразной. Ведь юмор — это словно луч, освещающий наши суровые будни. Поэтому немного самоиронии никому не помешает. Сборная России по футболу, что пожелаем? Ребята, бесполезно нам футбол играть. Опубликованное на днях видео, где экс-представители федеральной власти празднуют успехи аграрного лобби, многих могло навести на грустные мысли. Например, о том, что видео было заснято еще в ту пору, когда герои ролика были действующими чиновниками. Или даже о том, что лоббисты оплатили чиновникам поездку на частном самолете за отстаивание интересов бизнеса в сфере сельского хозяйства. Однако, посмотрев пародию Урганта на авиавечеринку Ткачева с компанией, негатив от этой истории полностью улетучивается. Какая разница, за чей счет банкет? И были ли на момент съемок Дворкович и Ткачев реальными чиновниками? Главное, что люди работают и оптимистично настроены на будущее. Ну что, за наше юмористическое лобби! Давайте,